Здравствуйте, с вами Зоя. Один из вас, спасибо большое, оставил мне комментарий на другом видео об одной группе, которая меня очень заинтриговала. Почему? Потому что это, насколько я понимаю, первая кей-поп группа из России. Называется она INKI. Что интересно, их продюсер Максим Фадеев. Я не буду говорить, нравится мне Фадеев или нет, но я скажу, что если это Фадеев, то я ожидаю высокое качество. Может быть, не такая глубокая лирика, но в плане видео, думаю, планку можно высоко поставить. Обычно я не люблю читать комментарии других людей, потому что они влияют на мое мнение. Ну, и реакция моя получается не настоящая. Поэтому в данном случае я не стала там сильно искать про них что-то. Единственное, что я хотела найти, это национальность членов группы. Я не стала там сильно вдаваться в поиски, но скажу сразу, я особой информации не нашла. Поэтому я решила сильно дальше не искать, потому что я боялась, что я наткнусь на комментарии, на чужие мнения, и поэтому на этом я остановилась. Так что я не знаю, какая у них национальность. Мне просто изначально было интересно. Просто мне стало интересно, это чисто русские парни, поющие в стиле кей-поп, или это русские корейцы, такие как я, которые, так сказать, выходят на народный международный уровень. Вот это меня заинтриговало. Но, в принципе, если я не знаю их национальности, то ничего страшного. Будем судить по музыке и по видео. Потому что нынче, если выпускается клип, то просто по музыке уже никто не судит. Еще скажу сразу, я не кей-поп-фанатка. Да, я знаю некоторых исполнителей. Да, какие-то исполнители мне нравятся. Вы даже можете посмотреть мои другие видео, мои реакции на кей-поп. Но я не из тех, кто там сильно следит за новостями, там собирает все наклейки, все журналы, вырезает вот так вот. Это не про меня. И поверьте, таких людей много. Поэтому мое мнение, это вот чисто мое мнение и моя реакция. Я не представитель всего русско-корейского народа, или русского, или корейского, или любого. Это чисто мое мнение. Понравится мне? Хорошо. Не понравится мне? Хорошо. Последнее, что я добавлю перед тем, как смотреть видео, это то, что Фадеев, конечно, гений. Он знает, что сейчас в тренде, поэтому даже если большинству народу не понравилось, какая разница, они все равно посмотрели, денежка, так сказать, ему капнула. Ну ладно, все, хватит болтать, давайте посмотрим, в чем, так сказать, весь сыр-бор. И мы выходим в прямой эфир. Итак, реакция Зои, русской кореянки, на клип группы INKI под названием Drop Top. Поехали. Что тут, чем же тут попахивает? BTS или чем? Пошла отсюда реклама. Интересно, на каком языке это будет? Машина летает. Он по-русски поет. Так, на азиата похож. О, все, речитатив. Он сказал, это же папины деньги? Да, мы собрались сами. Скажу сразу, костюмы, одежда. Вылитый кей-поп. Скопировали, конечно, гениально. Я бы даже не догадалась, если вот язык поменять на корейский. Все как в кей-поп. Фирменные прически у всех. Единственное, вот у черноволосого немножечко, я бы сказала, в японском немножечко стиле. Сейчас корейцы больше любят не опускать волосы на лицо, а наоборот, вот так открывать, зализывать. Тублак туда-сюда. Окей, давайте за танцем последим. Тут просто все мелькает, я не успеваю комментировать и смотреть. Все, постараюсь там сильно не останавливать и следить за тем, что происходит. Так. Стреляет, значит, из ружья. Так. Вот это у нас... все вот эти движения. Я вижу NCT, я вижу... GOT7, я вижу BTS, все смешано здесь. Еще раз,
Опять остановила. Хочу сказать, костюмы у них хорошо скоординированы. Цветовая гамма у всех совпадает. На разных сетах разная одежда. Но в то же время каждый чем-то отличается. У вот этого молодого человека, значит, салатовая курточка. У другого черная курточка, но черная футболочка с салатовым, значит, черепом на ней. Так что все скоординировано, все на уровне. Розовые волосы обязательно. И салатовые хорошо как бы координируют с розовыми волосами. Так что кем бы стилист ни был, хорошо поработал. О, так, тут... Так, это Big Bang. Очень на Big Bang похоже. Я не знаю, они поют или нет. Ну, они вроде как поют, но тут автотюна очень много. По крайней мере, мне так слышится. Что мне хочешь сказать? Языки, косяки. Так, побежали. Обязательно в любом кей-поп видео обязательно они должны пробежаться куда-то. Это стандарт. О, теперь все, значит, в рубашечках, как будто они в Макао. Скажу сразу, слова здесь не имеют значения. Не потому, что они не важны, а потому что... Ну, скажите мне, кто из вас слушает кей-поп ради слов? Ну вот точно не я. У меня такое впечатление, что в жанре кей-поп половина или даже больше, чем половина аудитории не понимает, о чем вообще речь идет в песнях. Но, естественно, не все корейские понимают, умеют на корейском разговаривать. Поэтому кей-поп, он чем берет? Он берет своим стилем, своим качеством. И, естественно, песни, они как бы там проглядывается английский язык, чтобы фанаты по всему миру могли смотреть и наслаждаться. И в данном случае они следуют примеру своего эталона. То есть они поют на своем языке, на русском, но музыка и клип, и танцы, вылитый кей-поп. Так, они теперь, значит, в переходе метро. Я не понимаю, они похожи на азиатов из-за макияжа или не на самом деле азиаты? Ну вот черноволосый явно азиат, по-моему. О. Вот так, вот так, вот так. О, какой у него фарточек. И закончили. Чисто, чисто по-корейски. Даже вот у них подтанцовочка там стоит, маски одеты, все, так сказать, по правилам, все по канону. Молодцы. Все. Так, надо в тишине посидеть немножечко, подумать над своими комментариями, потому что здесь, как я поняла, все на ножах. Ну, для начала факт. На данный момент здесь 945 902 просмотра. Я, значит, 903. И здесь 52 тысячи лайков и 15 тысяч дизлайков. 15 тысяч дизлайков это, конечно, много, но по сравнению с лайками, я бы сказала, что это не так значительно. Большинству народа, будь то русские или иностранцы, им это видео понравилось. Но что скажет Зоя? Зоя скажет... Значит, у меня две основные мысли. Первая мысль. Очень, очень, очень похожа на кей-поп. Кроме языка и национальностей, в жанр они вписываются, превосходно. Что я думаю насчет русской кей-поп группы? Окей, значит, это чисто мое мнение. Мне бы было интереснее увидеть группу, которая даже в подражании корейской музыки не стала бы ее просто копировать, а добавила своих русских красок. Например, где-нибудь такие чисто русские строчки бы вставили, или, может быть, какие-то русские напевы добавили в музыку. Думаю, это было бы интересно. В то же время я понимаю, что это попытка ухватиться за тренд международного уровня. Ну и, судя по просмотрам, это сработало. Я, как русская кореянка, даю приговор анафема. Да, я шучу, никому я не буду ставить это анафему. Ну что, если кому-то нравится,
то я понимаю, почему. Если кому-то не нравится, то я тоже понимаю, почему. Я, если честно, после просмотра, я как бы на нейтральной территории, меня это даже больше интригует, чем возмущает. Поэтому пусть парни продолжают свое творчество, посмотрим, куда они будут двигаться дальше. Спасибо большое за то, что вы посмотрели мое видео. Если оно вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего и до новых встреч!